Значит так, Хриплый, сегодня нас смотрит Николай Губанов. Так что веди себя прилично. А кто это? Тут Pixel Devil, Russian Geek, Voxel Angel в конце концов. Ты хоть знаешь, сколько у него подписчиков? Нет. Много. Неплохое начало, неплохое. Желтый свет, чувак, очень плохо. Купи просто лампочки другие. Да не, Коль, это не лампочки, это цветокоррекцию надо сделать. Сейчас все поправим. Раз, два, три. О, а картинка-то действительно поинтереснее стала. У тебя голос прямо здесь такого прожженного чувака, который знает всю жизнь. Спасибо, Колька. Я его несколько лет оттачивал. Так, все, Хриплый, завязывай со своими шуточками, мы начинаем. Ладно. В феврале 1992 года многонациональные силы во главе США закончили так называемую войну в заливе, во время которой они сражались с Ираком за независимость Кувейта. Во время этого противостояния американцы очень активно использовали авиацию как умное и высокоточное оружие, положив начало новой эпохи в военном искусстве. Вот подобную информацию надо строчить просто бешено. Просто бешено. Хорошо, ускоряюсь. Под впечатлением от этих событий и от игры Choplifter для NES разработчики из Electronic Arts выпустили один из ярчайших симуляторов боевого вертолета под названием Desert Strike Return to the Gulf. Игра вышла на колоссальное количество платформ, но для большинства из нас стала хитом именно на консоли Sega Mega Drive. Меня зовут Роман Шабанов, и это шоу Remember Classic. Погнали! О, видео началось. Заставка. Стой. Без консоли никуда. Заставка красивая. Сюжет Desert Strike кружится вокруг некой арабской страны, власть в которой захватил террорист и самопровозглашенный генерал Килбаба. Ха, Килбаба. Тихо. Этот безумец вооружен ядерными боеголовками, отличается особой жестокостью и садистскими наклонностями. В частности, он не гнушается захватывать заложников и даже растворяет людей в пепси-коле. Только посмотрите, с каким хладнокровием он опускает человека в банку. И еще ехидно улыбается на камеру. Естественно, в ситуации, когда нефтяные месторождения Ближнего Востока попали в руки террористов, президент США не смог оставаться безучастным. Для уничтожения войск Килбабы в залив отправлена не вся армия США, а всего лишь один единственный вертолетик AH-64 Apache с двумя пилотами на борту. Именно им нам и предстоит управлять на протяжении всей игры. Надо заметить, что безумие главного антагониста Килбабы раскрывается перед нами в сценках между компаниями. Генерал, сидя в своем секретном бункере, отдает приказы своему приспешнику Муамару. И несмотря на то, что эти диалоги призваны придать игре серьезный тон, выглядят они достаточно забавно. Давайте просто посмотрим на одну из сценок. Муамар, почему еще не все ракеты готовы к запуску? Поторопись, иначе тебя постигнет та же участь, что и твоего предшественника. Но, господин, я хочу, чтобы мои дети жили в мире, а ваши планы могут привести к концу света. Иди работай, иначе я скормлю тебя и твоих детей крысам. Да, мой господин, скоро наступит день вашего триумфа. Не переигрывай так, пожалуйста. Это странно выглядит. Собственно, из одной этой сценки уже понятно, что Килбаба полный отморозок, и нужно срочно садиться в вертушку и лететь его уничтожать. Но для того, чтобы успешно выполнить миссию, нам необходимо выбрать второго пилота. Ведь от этого зависит скорость работы лебедки и, самое главное, дальность и точность стрельбы нашего Апача. Так давайте же взглянем на наших кандидатов. Ксавьер Томас, погоняла X-Men. Он что, ученик профессора Ксавье? Как Росомаха, что ли? Да, суперспособность у него виртуозно владеет лебедкой. При этом стреляет он из рук вон плохо, а какой смысл от военного пилота, который не умеет стрелять, непонятно. Далее лейтенант Кристин Мари, Акажа Кей, чемпионка Австралии по верховой езде. А на верховном вертолете летать будет? Похоже на то. А зачем нам за штурвалом вертолета наездник, тоже непонятно. Идем дальше. Карлос Вальтес по кличке Джейк. Это самый ценный пилот в игре. Видит врагов за километр и лебедкой может подхватить блоху. На данный момент числится пропавшим без вести. Ха, вот американцы. Единственный нормальный пилот, и того потеряли. Не волнуйся, Хриплый, его можно спасти во второй миссии. Далее, Дэйв Эрик или Мистер Ди. Иногда в жарком бою он забывается и может расстрелять весь боекомплект. Короче, пилот истеричка, да? Лучше и не скажешь. Нам такой не подходит. И последний кандидат. Надеюсь, нормальный?
Кейт Майклс, трекер, сын конгрессмена, вырос на ранчо и с детства обучался стрельбе. Ничего себе, мажор, выросший на ранчо и умеющий стрелять. Такого надо брать. Совершенно верно, Хриплый. Как и пропавший Джейк, трекер мочит врагов за километр. Конечно, лебедку он орудует не так хорошо, но это дело поправимое. Так что берем его. Со вторым пилотом мы определились, но прежде чем отправляться в бой, давайте рассмотрим еще один очень важный аспект игры. Как вы знаете, Desert Strike — это стрелялка в изометрической проекции. Но вот чем будет эта стрелялка, симулятором или аркадным шутером, решать только вам. Дело в том, что в игре есть 3 режима управления вертолетом. Пройдемте опции. Первый режим With Momentum. Это стандартный режим игры, при котором стрелками вправо и влево мы поворачиваем вертолет, а стрелки вверх и вниз — это газ и тормоз соответственно. При этом на Mega Drive, если зажать кнопку стрельбы тяжелыми ракетами, то Apache может выполнять боковое маневрирование, используя все те же стрелки вправо и влево. На SNES для этого нужно нажать кнопку L или R и все так же маневрировать, используя кнопки вправо и влево. Эта раскладка более удобна, так как на Sega можно случайно пустить ракету при попытке сманеврировать в бок. Основная фишка режима With Momentum в том, что наш Apache немного заносит при полете, делая игровой процесс более реалистичным. Второй режим управления называется From Cockpit, и единственное, чем он отличается от режима With Momentum, это отсутствие заноса при полете. Этакий упрощенный аркадный режим. И третий режим называется From Above, и он кардинально меняет не только управление, но и сам игровой процесс. Вертолет идет в ту сторону, в которую вы нажимаете стрелку на D-паде. При этом все так же можно выполнять боковое маневрирование. То есть при такой раскладке Desert Strike превращается из симулятора боевого вертолета в этакий шутер от третьего лица. Только управляем мы не бравым пехотинцем, а военным вертолетом. Ну и как следствие, уклоняться от вражеского огня становится очень легко, что делает перестрелки более динамичными. Короче, у меня мозг взорвался. Я впервые, допустим, смотрел этот ролик, у меня реально взорвался мозг. Держись, Коля, но и здесь есть очень важный нюанс. На Mega Drive, чтобы выполнить полет боком в режиме From Above, нужно зажать кнопку А. При этом, чтобы использовать пулемет, нужно зажать кнопку С, но сделать это одним пальцем невозможно. А если назначить полет боком на кнопку Б, то он начнет работать так, как будто вертолет все время летит вверх, что полностью вас дезориентирует. На SNES геймпаде такой проблемы нет. Поэтому, если вы хотите полноценно насладиться режимом From Above, то играйте в него на консоли Super Nintendo. И где же ты взял информацию? Мне будет интересно. Может быть, в своей голове? Коль, ну конечно из головы. Нельзя так делать. Вообще для полноты картины я рекомендую пройти игру сначала в режиме With Momentum и затем перепройти в режиме From Above. Ощущения будут абсолютно разными. Круто. Это интересно смотреть наконец-таки. Спасибо огромное. Я честно скажу, не ожидал. Всего Desert Strike состоит из 4 кампаний, во время прохождения каждой из которых нам нужно выполнить определенное количество миссий. По содержанию миссии весьма разнообразны для игры 92 года. Среди них есть как довольно банальные, типа уничтожить радар или взорвать электростанцию, так и более продвинутые, типа сопровождения транспорта или спасения заложников с яхты Килбабы. При этом сюжет на каждой миссии логически обоснована. Например, если не уничтожить радары и электростанцию, то вражеские войска за километр заметят наш Apache и быстро его уничтожат. На поле боя нам будет противостоять огромное количество вражеской техники, и чтобы успешно все это уничтожить, нам нужно хорошенько освоиться с управлением. Наиболее оптимальным ведением боя является быстрый налет на вражескую технику сзади и молниеносное ее уничтожение ракетами. Пролетев разок вокруг аэропорта, можно быстро уничтожить всю антивоздушную защиту и потом спокойно взорвать здание из пулемета. Если на вашем игровом контроллере есть режим турбокнопок, то в этой игре он будет очень полезен. В режиме турбо пулемет превращается в почти что лазер, который уничтожает объекты не хуже ракет. Если же турбокнопок нет, то старайтесь почаще нажимать кнопку стрельбы из пулемета. Здесь мы видим художественный прием. Смотрим его.
Естественно, броня у нашего Apache не бесконечная, и поэтому, полетав под вражеским обстрелом, вы заметите, что вертолет начинает разваливаться. Чтобы спасти дорогостоящую технику от крушения, нужно почаще собирать на борт пассажиров. Всего их может вместиться 6 человек, и неважно, кто это будет – вражеские генералы, местные жители, американские пехотинцы или просто мужики в белых трусах. За высадку каждого из них вы будете восстанавливать броню вертолета. Кроме того, вы можете найти среди обломков зданий специальный набор запчастей, который тоже восстанавливает броню. Призов на поле боя, конечно же, очень много, но самыми ценными из них являются топливо и боеприпасы. Также можно найти дополнительную жизнь и скоростную лебедку, которую мы в детстве называли каракатицей из-за внешнего вида. По большей части призы спрятаны внутри разнообразных строений и даже под песочными дюнами. В первой кампании это не имеет особого значения, так как местоположение топлива и боеприпасов сразу же доступны на карте. Но вот в последующих кампаниях вам предстоит искать их самостоятельно, поэтому всегда старайтесь запомнить, что где лежит, чтобы при повторном прохождении сэкономить время на поисках. Время в игре очень важно, так как самым страшным противником здесь являются не вражеские танки или ракеты, а запас топлива в вертолете. Топливо очень быстро заканчивается, поэтому вам нужно очень четко понимать, куда лететь дальше и что там делать. При этом всегда держать в голове план на случай нехватки горючего. Здесь даже есть небольшая хитрость. Топливо в Apache не тратится, пока он летит над водой. Старайтесь этим пользоваться, иначе может случиться вот такая неприятность. Как вы уже заметили, графически игра выполнена очень хорошо. В частности, хочется отметить эпичные анимационные вставки, всплывающие во время выполнения некоторых миссий. Окружение, здания и вражеская техника тоже очень качественно нарисованы. Некоторые из кампаний происходят в разное время суток, немного изменяя тем самым цвет окружения. Но так как действие Desert Strike происходит в заливе, по большей части мы будем наблюдать песок. Конечно, это немного однообразно, но в целом никак не мешает наслаждаться игрой. Также в погоне за реализмом разработчики убрали все музыкальное сопровождение из миссий, заменив их суровым гулом лопастей. Или лопастей. Однако в перерывах между кампаниями во время сюжетных вставок музыка все-таки играет. И надо признать, что композитор постарался на славу. Вы только послушайте. Самым большим минусом игры является отсутствие какой-либо информации на экране. То есть, чтобы банально посмотреть количество топлива и сориентироваться на местности, нам постоянно необходимо заходить в меню паузы. Но зато, когда мы зашли в это самое меню паузы, перед нами открывается вся необходимая информация. Здесь можно посмотреть количество боеприпасов, броню вертолета, количество пассажиров, жизней и многое другое. Необходимую цель миссии можно не просто увидеть на карте, но и прочитать о ней всю информацию, а также посмотреть ход выполнения кампании. Естественно, читать описание миссии удобнее в русской версии игры. Благо, перевод здесь выполнен добротно, но не без критических проблем. Например, на моем картридже, как только я прохожу одну из кампаний и записываю пароль, и затем пытаюсь ввести его в меню игры, он просто не работает. И все потому, что меню и сюжет переводили разные люди. В свое время я познакомился с «Возвращением в залив» на консоли Mega Drive, и в то время игра показалась мне не очень интересной только из-за того, что я уже играл в Jungle Strike и Urban Strike. Но сейчас я понимаю, что в целом для первой игры в серии Desert Strike получилась очень увлекательной игрой. Да, возможно, здесь однообразное окружение. Да, нам доступно только одно транспортное средство. Да, здесь всего 4 компании. Но на фоне всевозможных аркадных стрелялок с видом сбоку она до сих пор смотрится чем-то свежим и нестандартным. На этом у меня все. Ну что, Коля, как тебе обзорчик? Я бы хотел так уметь. Ух ты! Мне кажется, что у меня не хватает на это таланта. Это режиссерские умения, это умение снимать, это умение рассказывать историю операторской и режиссерской работой. Ты, главное, не сдавайся, и у тебя будут тоже такие же обзорчики получаться. Вообще, я на самом деле думал, что ты меня хотел критикой завалить. Хотел, но не стал. Я рад, что твоя точка зрения изменилась, и спасибо за поддержку. Я честно скажу, не ожидал. Я очень сейчас долго ломал себе голову, сидел, вставить тебе лайк или дизлайк. Да не парься, Колька, потом поставишь, подумай, не торопись. А то у нас тут уже время передачи подходит к концу. Сердечки всем. Пока, Коля. Рома, стой! Мы забыли о самом интересном. Версии для черно-белого геймбоя. Ну давай, хриплый, рассказывай.
Запросто. Ну, что я могу сказать? Все плохо. С вами было шоу Remember Classic. Ставьте лайки или дизлайки, также подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Всем хайп! Я надеюсь, он потом не запишет ролик о том, что я мразь. Одним дублем записать. В феврале 92 года американцы... Да какие нахер американцы, ёпта! Под названием Desert Strike. Озвучить надо. Сюжет в Desert Strike крутится вокруг некой арабской страны, власть которой захватил генерал и самопровозглашенный террорист. Самопровозглашенный, да. Генерал сидит в своем секретном бункере и отдает приказы своему предшественнику. При этом стреляет он из рун вокпла. Дальше. Лейтенант Крис Тинмари. Вы говорите это слово. Далее. Лейтенант Крис Тинмари. Вырос на ранчо, с детства обучался стрельбе. Запросто. Не могу геймплей включить, даже, ёпта. Хриплый охрип. Ну ёлки-палки. Действительно, Супер Нинтендо или Sega Mega Drive? Что же выбрать? Буду играть на обеих приставках. Да я просто в Desert Strike играю.